Здравствуйте, друзья! Есть много причин, по которым вы можете чувствовать себя виноватым. Будь то какая-то ошибка, низкая самооценка, люди, вызывающие чувство вины, или неудачные обстоятельства. Никто не может отрицать, что вина – это ужасное чувство. Если вы боретесь с чувством вины, скорее всего, вы очень устали от него. Но как же вы можете преодолеть этот очень негативный опыт? Вот 6 способов перестать постоянно чувствовать себя виноватым. Первый способ – это противостояние вине. Если вы регулярно испытываете чувство вины и решили избавиться от него, вы должны научиться смотреть ей в глаза. Игнорирование не заставит ее исчезнуть и даже может привести к ухудшению переживаний и отказу от позитивного мышления. Но вот несколько советов, как действовать, чтобы противостоять своей вине. Во-первых, необходимо заглянуть вглубь проблемы. Может потребоваться много размышлений, прежде чем вы начнете по-настоящему понимать, почему вы испытываете чувство вины и откуда оно исходит. Душевные поиски трудны и часто пугают, но они необходимы. Что является источником вины? Почему возникает эта вина? Кто-то заставил вас так думать? Это связано с прошлым опытом или травмой? Было бы полезно, если бы вы узнали свою вину изнутри и снаружи, независимо от того, насколько это неудобно. Во-вторых, неплохо было бы вести дневник вашего чувства вины. Записывайте каждый раз, когда вы чувствуете вину, описывайте возникающие чувства, отмечая день, время и причину вины. Затем, через несколько дней подумайте о записях в дневнике и посмотрите, сможете ли вы определить закономерности и тенденции. Это поможет вам осознать свою вину и лучше понять, как это работает. В-третьих, посвятите время чувству вины. Вина – постоянная часть вашей жизни. Проводите 5-10 минут в день, позволяя себе чувствовать всю вину, которую вы хотите, и даже попасть в ловушку этого неприятного чувства. Затем, когда отведенное время истечет, немедленно остановите мысленные процессы. Теперь вы должны дождаться следующего дня, чтобы снова чувствовать себя виноватым. Это позволяет вам быть со своей виной, не позволяя ей овладеть вами. Второй способ – действуйте позитивно. На самом деле чувство вины может быть хорошим мотиватором, если оно не переходит в стыд. Когда вы чувствуете себя плохо из-за чего-то, у вас есть возможность положительно воздействовать на эти эмоции. Это не только поможет вам чувствовать себя лучше и уменьшить чувство вины, но также обеспечит вам работу над собой, улучшение и преодоление ошибок. Как же нужно действовать, чтобы действие оказалось позитивным? Во-первых, исправьте ошибки. Сделали ошибку? Не тратьте энергию на чувство вины, безостановочно ругая себя за что-то. Чувствуете себя виноватым в чем-то? Сделайте все возможное, чтобы исправить эту ошибку. Это может включать в себя извинения перед людьми, которым вы причинили боль, даже если при этом сложно проглотить свою гордость. Во-вторых, перестаньте обвинять других. Когда вы чувствуете вину, это нормально хотеть указывать пальцем на другого человека. В конце концов, вы же не хотите, чтобы на вас свалилась вина. Но это крайне контрпродуктивно и только оттолкнет тех, кто вас окружает, включая тех, по отношению к кому вы чувствуете себя виноватыми. Вместо того, чтобы распределять вину направо и налево, начните брать ответственность на себя. Признайте, что вы сыграли свою роль, не обременяя себя обвинениями. В-третьих, узнайте другие точки зрения. Когда ваши негативные чувства к кому-то или чему-то еще свежи, чувство вины может затруднить четкое видение. Кроме того, ограничение своей точкой зрения токсично и далеко не лучший способ справиться с негативными ситуациями. Как вы можете учиться, если учитываете только свою точку зрения? Поговорите с людьми, которым вы доверяете, будь то семья, друзья, терапевт или даже коллеги, и узнайте, что они думают о ситуации. Они могут дать вам новое понимание вашей вины, о котором вы даже не догадывались. Третий способ – оттачивайте свою уверенность. Как перестать постоянно чувствовать себя виноватым? Большое чувство вины может быть вызвано отсутствием чувства собственного достоинства. Вы чувствуете себя виноватым за многие моменты в жизни и чувствуете, что не заслуживаете ничего хорошего, потому что ваша уверенность в себе низка. Для этого нет быстрого решения, но вы можете начать сегодня со следующего. Во-первых,
Знайте, что у вас больше хорошего, чем плохого. Вы замечательный человек, который может подарить миру удивительные вещи. Конечно, вы не идеальны, но никто не идеален. Ваши таланты, навыки и положительные качества более чем перевешивают ваши плохие. И время от времени можно ошибаться. Ваша положительная сторона всегда с лихвой компенсирует ваши неудачи. Во-вторых, перечислите положительные качества. Нужно немного дополнительной уверенности. Найдите время, чтобы перечислить все, что вам нравится в себе. Если вы к этому не привыкли, вам может быть трудно сначала придумать что-то, но вам нужно бороться со своим злейшим внутренним критиком и позволить позитивному мышлению победить. Запишите как минимум 10 вещей, которые вам нравятся в себе. Вы также можете сделать это повседневной задачей. Каждый день записывайте 3 черты, которые вам нравятся. В-третьих, используйте самоутверждение. Самоутверждение – прекрасный способ бороться с чувством вины, и оно стимулирует позитивное мышление, действуя как самореализующееся пророчество. Расскажите себе о том, кто вы есть на самом деле, и вы постепенно начнете верить им, укрепляя тем свою уверенность. Вы также можете использовать утверждения, связанные с чувством вины. Например, «Я больше, чем мои ошибки», «У меня есть сила преодолевать трудности», или «Я заслуживаю хорошего». Четвертый способ – будьте добры к себе. Есть разница между тем, чтобы быть добрым и быть добрым к себе. Сострадание к себе – мощный инструмент для роста, позитивного мышления и преодоления ошибок. Когда ты слишком строг к себе, трудно преодолеть вину. Чтобы двигаться дальше, вам нужно принимать и понимать свои действия и эмоции. Вот несколько рекомендаций по применению сострадания к себе, которые помогут преодолеть чувство вины. Во-первых, сделать себя приоритетом. Это не означает уклонение от ответственности, это означает отсутствие чувства вины за то, что себя ставят на первое место. В конце концов, вы единственный человек, который всегда будет рядом с вами, и вам нужно заботиться о себе с тем же состраданием, которое вы могли бы позволить себе любимому человеку. Вы не сможете налить воду из пустой чашки и не сможете помочь другим, не помогая сначала себе. Во-вторых, будь себе своим лучшим другом. Вы когда-нибудь замечали, что разговариваете с собой так, как никогда не осмелились бы поговорить с другом? Вы добры и сопереживаете близким, но не можете обратить это сострадание на себя. Начните думать о себе в третьем лице, как о друге. Если вы не будете так относиться к другу, не стоит так относиться и к себе. В-третьих, устраивайте перерывы. Когда вы устали, легко позволить эмоциям захлестнуть вас. Сообщите тем, кто вовлечен в ситуацию, что вы возьмете некоторое время, чтобы разобрать свои эмоции и события, которые вызвали вашу вину. Затем найдите время, чтобы по-настоящему расслабиться и позволить себе восстановиться. Ваш мозг будет гораздо более готов к борьбе с чувством вины, когда он отдохнет. Пятый способ. Примиритесь с гнетущим чувством вины. Вина будет существовать всегда. Если вы не согласны с этим, вам никогда не разорвать порочный круг стыда. Что же предпринять для осознания этого? Во-первых, знайте, что чувство вины не означает, что вы не правы. Как и все эмоции, чувство вины может быть неуместным. Вы можете чувствовать себя виноватым, даже если вы не виноваты. Исследования показывают, что чувство вины может быть признаком вашего сравнения с людьми, на которых вы равняетесь, иногда до такой степени, что от этого зависит ваша моральная идентичность. Когда этого в избытке, это совсем нездорово. И хорошо знать, что иногда чувство вины иррационально. Во-вторых, помните, что все вещи могут быть серыми. Не нужно пытаться увидеть мир через черно-белую линзу правильного или неправильного. Как упоминалось ранее, брать на себя ответственность означает признавать области, в которых вы могли бы добиться большего. Это не означает, что нужно искать победителей и проигравших в каждой ситуации. В-третьих, признайте, что вы не можете контролировать все. Вы одинокий человек в огромной вселенной. Некоторые вещи находятся вне вашего контроля, и вы не заслуживаете чувства вины за них. Смиритесь с этим. Шестой способ – учиться и применять. Теперь,
Когда вы сделали все возможное, чтобы устранить чувство вины, пришло время извлечь уроки из ситуации, которая его вызвала. Какие уроки вы можете извлечь? Как вы можете применить их в будущем? Вот что нужно сделать для этого. Во-первых, подумайте о новых способах ведения дел. Хорошо, ты сделал что-то плохое. Что бы вы сделали по-другому в следующий раз? И можно ли этого избежать? Во-вторых, размышляйте об усвоенных уроках. Рефлексия – это позитивный инструмент для самосовершенствования. Это предполагает глубокое погружение в свои действия, что их мотивировало, как отреагировали другие, как вы себя чувствовали в данный момент, какие последствия могут быть необратимыми, что будет дальше. Найдите время, чтобы поразмышлять над этими вещами хотя бы раз в месяц и используйте свои размышления, чтобы установить цели, связанные с извлеченными уроками. В-третьих, смотрите вперед. Вина уходит корнями в прошлое. Нет причин постоянно спрашивать, что если, что сделано, то сделано. Пришло время двигаться дальше и взять с собой в будущее то, чему вы научились. Вы заслуживаете большего, чем навсегда застрять в чувстве вины и привязаться к прошлому. Это были 6 основных способов перестать постоянно чувствовать себя виноватым. В заключение хотелось бы добавить, если вы научитесь справляться со стыдом и перестанете постоянно чувствовать себя виноватым, это поможет вашему психическому здоровью в долгосрочной перспективе. Если же вам для решения этой проблемы необходима помощь, то не бойтесь просить ее у близких или специалиста. Вот и все, друзья. Желаю всем всего доброго. Любите себя и понапрасну не вините.